Хей, всем хай, бро! Вы на канале Legion Play, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием This is the Police. Что ж, у нас 4-й день. Давайте же начнем его. Остановим еще пару преступлений. Так, что у нас будет играть сегодня? Так, даже не знаю. Давайте самый первый трек. Да, такая тоже успокаивающая более-менее мелодия. Тем более я сейчас на нервах. Так, и уже есть одно преступление. Порча имущества. Парковка у мэрии. Угу. Так, мы пошлем туда своих таких самых сильных агентов. Продолжить. Расследование. Ух ты, уже и расследования у нас появляются. Неплохо, неплохо. Так, убийство. Выберу вот эту вот дамочку, пожалуй. Продолжить. Она у нас будет вести расследование. Так, вроде бы так. Нет, пока мест не появляется больше. Это... А, нет, все-таки еще один вызов. Угон. Пригород. Четверых надо, значит. Так, ну давайте отправлю и... Эту бабушку тоже, или это дедушка, я не понимаю. Но тоже отправлю. Хай прокачивается. Так, убийство, ага. Расследование убийства. Детективы опросили свидетелей, собрали все данные с места преступления и теперь занимаются проработкой версии. Ждите результата. Ну, как бы хорошо. Так, ну это просто фоточки. Вот чувак выходит из квартиры своей, как бы, да. И вот тут его убивают. Хотя, я не знаю, это его квартира или нет. Но у меня тут теория небольшая такая уже. Вот он увидел, как ну, то есть он среагировал на то, что ему кинули камень в окно или еще что-то типа этого. Он, конечно же, разозлился, выходит покричать, потому что думал, что это какие-то, ну, не знаю, дети там балуются. Вышел, как бы, сделать замечание, и тут его убили. Но убийца, как всегда, неизвестно кто. Преступники... ладно, это пока не буду. Буду ждать завершения расследования. Так, порча имущества. Отсчет. Преступника задержали. Офицеры невредимы. Как всегда. Хотя бы, думаю, бывают такие случаи, когда офицеры как раз таки невредимы. Так, от... Мэрия. Так, закрыть. Так, ну вроде больше пока мест никаких. Да, блин. Угон, пригород. Водители рядом. Водителя рядом нет. Выждать водителя на безопасном расстоянии. Обыскать машину. Выждать водителя на безопасном расстоянии. Да, довольно-таки неплохо. Ну, я знаю, что лучше выждать водителя на безопасном расстоянии, потому как я прошел мафию вторую где-то 6 раз, и постоянно постоянно, когда мне кого-то надо
там догнать или что, я объезжаю его, выжидаю на безопасном расстоянии, а потом, когда он проезжает, сбоку бью и сразу же выношу. И, кстати, если вы хотите, я пройду мафию вторую для канала. Вам стоит только написать об этом в комментариях. Также поставить лайк этому ролику. Но не забывайте также просто так ставить лайки, если вам понравилось это видео. Преступник пойман, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Так, еще одно какое-то преступление. Преступление. Подозрительный индивидуум. Парк. Индивидуум. Или как его там. Так, ну вот этих своих двух лучших самых отправлю на место преступления. Очень странно как-то. Преступление недалеко от полицейского участка. Так. Показательный поединок. Так, ну отправлю, как всегда, одного из своих лучших агентов. Это вот это вот тетенька. Хотя нет. Они мне еще пригодятся. Отправлю вот это вот. Отправить. Так, уже ночное время. Убийство, отсчет. Ага, отлично. Открыть расследование. Ну, понятно, что подозреваемый сначала... Ну, этот дед выходит. Подозреваемый сидит в машине. Потом он вытаскивает оружие, убивает этого дедугана. И уезжает оттуда. Нет? Тогда может как-то так, что ли? И это не так. Да что ж такое-то? Или это так и надо, ну? Я даже не знаю. Так, преступник задержан. Отлично. Драка. Опять драка. Да что ж такое-то? Опять драка. Да вы издеваетесь надо мной. Ай. Да уж. Так, давайте... Так, елки-палки. Драка, бар. Так. На подиуме дерутся женщины. Пьяный охранник спит в углу. Я... происходящим. Достать пистолет из кобуры. Девушки, не ссорьтесь. Выключить музыку и... Свет. Угу. Ну, думаю, решить пока все мирно. Нет. Ну ладно. Стриптизерши продолжают драться, не обращая внимания на полицию. Попросить у бармена ведро холодной воды
Блять, дерущихся. Не знаю даже. Залезть на подиум и попробовать занять девушек. Так. Угу. Преступники, так, преступники в драке, на драке задержаны. То есть это дрались не в клубе, а в баре именно. Ну хорошо, что преступники задержаны. Так, драка. Преступнику удалось скрыться. Вот это уже плохо. Угу. Так, ну ладно, завершить день. И первый день удачно закончен. Хоть один преступник и смылся. Но все-таки большинство преступников удалось задержать. Так, день 5. 15 июля. Так, отставной полицейский Томас Блейн заставил беременную жену. Что он заставил? Что? Так. Отставной полицейский Блейн. Я думал, что она террорист. Чего? А, смертник, елки-палки. А я по-другому прочитал и не понял. Мэр Роджерс, в городе нет проблем с расистами. Угу. Ехать на работу. Так, и сейчас, как всегда, Why would a man need a barn to store all the stuff you can't bring home? About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Меня постоянно смешит его лысина сзади на голове. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia Я нашел friends также в about этой your игре один plans. минус, Jackie, который меня if I don't fix everything with them in the next очень few hours, they're раздражает. going to kill me. And Это not just очень me, длинная my катсцена, family, my ребят. relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Не знаю даже. Зачем делать такие длинные катсцены? Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please.
I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Согласиться помочь Кендрику, отказаться помочь Кендрику. Даже не знаю. Ладно, соглашусь. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. Так, я не понял, в чем я At the помог, time, потому I что was trying not to think about я what просто just не happened. успеваю читать. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, Молча I've thought читаю about that more быстрее, than чем once, sometimes вслух. with a little pride Все even. равно не всегда успеваю. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Так, что ж. Еще один рабочий день. Мне нужно отучиться в автосервис. Отпустите. Да, но приходи завтра. Кажется, я забыл покормить дома рыбок. Можно? Отгул. Да, но приходи завтра. Так, что ж. Начать новый день. Еще один день ловли преступников. Что же мне сегодня выбрать? Так, вот этот трек выберу. Тоже довольно неплохой трек. Так, продолжить. Честно, ребят, я даже не знаю, зачем здесь спецназ. Надо будет как-нибудь поинтересоваться в нете, посмотреть. Так. Запросы в мэрию. Свод для офицера, свод для детектива. Улучшение спецназа. Прибавка. Свод для офицера давайте. Офицеры тоже понадобятся. И уже какое-то преступление. Нарушение общественного порядка. Ай, блин, да вы издеваетесь надо мной. Так, это мэрия, получается. Ай, да вы серьезно? Ограбление. Магазин... В общем, неважно. Спецназ. И офицер. Ладно, спецназ и один офицер уже выехал. Так, а ну, мэрия. Что там еще у нас в мэрии? Ничего интересного пока месте. Дела. Полицейский участок.
Нет, тут я пока вообще ничего трогать не буду. Так, еще одно преступление. Да вы издеваетесь, что ли? Ой, ладно. Хай пока мест едут туда. Вот эти двое, слава богу, уже приезжают. У меня как раз будет... так, ограбление. В магазина есть 2 выхода, и несколько людей убегают оттуда. Войти в магазин через главный вход, подобраться к черному входу. Черный ход, думаю. Ограбление. Мужчина с чулком на голове заметил полицию и взял заложники кассира. Заложника и орет: назад, или я ему башку отстрелю. Ой, башку отстрелю, блин. Приказать грабителю заткнуться и бросить оружие. Приказать кассиру заткнуться. Молча прицелиться в грабителя. Не стреляйте. Так, грабитель занервничал, не стреляйте, я прошу вас. Мне просто нужны были деньги. Я возьму и уйду. Никто не пострадает. Кассир начинает плакать. Если он отпустил заложника. Так, преступник пойман. Офицеры не пострадали, гражданские не пострадали. Фух, это действительно прекрасно. Так. Даже не знаю. Так, ну ладно, отправлю туда этого чувака. Ай, блин, придется и этого отправлять, ладно. Так. Ну, давайте. Кто уже прибудет? Блин, ребят, давайте быстрее. Давайте быстрее. Хоть ты, пожалуйста. Давай. Так, отлично. Порча имущества. Ну ладно, отправим его. Хоть кого-то, да надо же отправить. Ой, игра, что ж ты провисаешь? Ограбление, центр города. Мозер. Ну и фамилия. Так, продолжить. Что ж, отлично. 3 офицера уже есть. Так, порча имущества. Блин, преступник скрылся. Офицер невредим. Ай. Это действительно плохо, ребят. Так, драка. Да что ж вы все скрываетесь, елки-палки. Хотя, конечно, такие слабые тут полицейские у меня. Преступник задержан.
Ладно, хоть кого-то. Вандализм. Ну ладно, хоть кого-то да надо отправить. Так, ограбление. Угу. Стоит, получается, женщина. А тут у нее с руки пропадает сумка. Потом надо будет сложить всю картину. Но пока нету никаких других фотографий с места преступления. Так, мэрия. Что? Увольте всех черных копов? Что за расизм? Блин, что за расисты в этой мэрии? Ай. Да уж. Если человек черный, это не значит, что его нужно увольнять с работы. Я знаю, что преступник убежал. Этот день вообще какой-то для меня какой-то плохой. Так, ладно, завершить день. Куча дел. Ну что за расизм, ёлки. Действительно, некоторые копы, мне кажется, попропадали. Ах, да, я же еще многих отпустил. Так, смена Б. Нет, это сейчас была, получается, смена А это уже смена Б. Дома, дома, дома. В общем, вся эта смена Б дома, а эти еще на работе. Ладно, завершить день. «20 июля, суббота». Так, ехать на работу. И никаких кат-сцен. Mr. Boyd, there was a man Зачем here же я это earlier. сказал? He left you this. A man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Действительно, ребят, зачем я говорил, что совсем нет кат-сцен на этом уровне? Of course, they could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. Стоп, You're too он old to run только away что from strangers. предложил этому Yes, Джеку we стать both are. членом семьи. And in our old Это что, age, это friendship что, becomes член... rare and all the Так, more стоп, это что, precious. глава мафии? But of course, we must Ну work with ничего new себе. people and Похоже, find да. out new names. So if you insist, Jack, Ведь только let us мафиози-то formally говорят, типа, hello, Jack предлагают стать Boyd. членом семьи и все I'm такое. Christopher Sand. Wonderful, Если Mr. что, это я Sand. знаю по игре And what «Мафия is 2». it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Eight in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100,
800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Так, ну что ж, теперь у нас тут смена Б. Ладно, начать день. Еще, думаю, этот день пройду и закончу на этом серию. У нас будет так, буду играть по 3 дня. Проходить здесь и все. Так, тоже довольно неплохая мелодия. Мэрия звонит. Закрыть. Так, ну какой у меня самый слабый сотрудник? Ну, у меня вот этот самый... Понятно теперь. Но все равно, вот этот у меня самый слабый. Так что его, пожалуй, и уволю. Провалено? Да ладно, вы в курсе, что я не собираюсь никого увольнять? Ну, вообще никого. Полицейский участок. Детективов. Так, что-то я не понимаю, что-то пока нету. Блин, вот только я сказал, и сразу появилось задание. Так, покушение на убийство. Будут вести вот эти 2 офицера у меня. Это дело. Так, это что, единственное задание? Знаете, ребята, мне вот вообще интересно, в этой игре есть концовка или нет? Ну, скорее всего, есть. Но все равно любопытно. Так, отсчет. Покушение на убийство. Отлично. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Это прекрасно, ребят. Еще угон. Пригород. Так, ну угоном у нас будут заниматься вот эти 3 дамочки. Ну, теперь, ребят, я хотя бы знаю, для чего в этой игре нужен спецназ. А то я не знал. Вот что еще хотел сказать. Потом... Теперь спецназ, ну, я так понял, нужен только для особо опасных дел. Типа там, не знаю, вооруженное ограбление и все такое. Так, угон. Стало известно местоположение угонщика. Обогнать преступника и заблокировать дорогу. Нагнать преступника и открыть огонь по... Давайте пока вместе нормально так будем вести себя. Отлично. Мне удалось задержать преступника. Преступник пойман, офицеры невредимы. Так, очень хорошо. И еще одно преступление. Да вы мне что, решили завалить этими преступлениями? Захват заложника. И 2 слабых таких. Потому что пока те вернутся, уже заложника убьют. Я думаю, здесь надо будет сейчас сделать выбор. Или нет? Опа, еще одно преступление. Да елки, вы что, меня завалить решили? Серьезно. Захват заложника. Ложная тревога. Да вы издеваетесь!
даже не знаю. Ну ладно, давайте отправим. Мне интересно, что из этого получится. Хотя я думаю, добром это не кончится. Но все равно... Ладно. Так, мэрия. Так, кража, отчет. Преступник пойман, офицер невредимый. Угу, так это все-таки был преступник. Не зря я отправил полицейского туда. Ага, так, еще одно. Нападение с применением огнестрельного оружия. А это уже серьезно, ребят. Это уже серьезно. Ох, я бы туда отправил спецназ. А если я вот так сделаю, получится отправить спецназ? Нет, по-любому не получится, поэтому... Хотя, стойте-ка. Сейчас вернутся вот эти вот мои лучшие ребята, лучшие бойцы, так сказать. Я их туда отправлю. И... Все, отлично, они вернулись. Все, давайте. Отправляйтесь на место преступления. А теперь осталось ждать. Только сидеть и ждать, когда поступит новое заявление, либо когда закончится это преступление. Так, нападение с применением оружия. Полиция догоняет фургон преступника. Приказать остановиться через громкоговоритель. Так, стрелять по колесам, думаю. И вызываю. Машины. Хватает продавца и оружие. Выстрелит преступница в голову. Отпусти продавца сейчас же. Отлично, преступник пойман. Ух. Честно, я даже немного разнервничался, ведь все-таки, как всегда, приставила пистолет к голове. Так, отчет. Убийство. Опять убийство. Так, открыть расследование. Расследование... Ух, ёлки, ребята, да вы издеваетесь. Угу, вот это уже... Так, я сказал, уйди отсюда. Вот это уже, думаю, больше подходит. Ну, хотя вряд ли. Ну, вполне возможно. Что ж, ладно, была, не была. Стоит машина. Нет, для начала. Или нет, все-таки. Я не знаю, как здесь вести дела, поэтому... Извините, если что делаю не так. Если узнаете, как раскрыть это убийство, напишите в комментариях. Так, завершить день. Да, завершить день. 7-й день. 21 июля. Воскресенье. Так, ехать на работу. В общем, ребят, когда кат-сцена пройдет,
после катсцены я попрощаюсь с вами. The people of Freeburg have built up a ролик, tolerance потому for the что petty я horrors of уже modern устал. life. Хочется You'll never see отдохнуть. crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Myself, I kinda like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. It's something to think about. Так, Мартин, что это ваш новый заместитель. Так, ну что ж, ребята, на этом я с вами попрощаюсь. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, пишите только хорошие комментарии и не забывайте рекомендовать мой канал друзьям. А также не забывайте заглядывать в описание. Там я обычно оставляю ссылочку на свой ВК и свой Твиттер. Приглашай, ну, в общем, всем всего хорошего, друзья. Всем пока. Не забывайте улыбаться.